Его нашли в 1990 году. Скелет рабочего у основания Великой пирамиды со сросшимся переломом ноги, следами хирургии в возрасте 35 лет. Он не был рабом. Его лечили, кормили, хоронили по обряду. И все равно эту жизнь оборвала пирамида. Камень весом в 2 тонны. 2,3 миллиона блоков, 6 миллионов тонн камня, 26 лет непрерывного строительства, от 20 до 30 тысяч рабочих ежегодно. Историки называют это чудом света. Рабочие никаких чудес не видели. И мы до сих пор не знаем, сколько из них не выжило. Его имя означало «Он защищает меня». Хуфу был вторым фараоном 4-й династии, правившим в 26 веке до нашей эры. Точная длительность его правления неизвестна. Египтологи называют от 23 до 63 лет. Пирамида стоит. О самом человеке мы не знаем почти ничего. Единственный полностью сохранившийся портрет Хуфу нашли в 1903 году в руинах храма в Абидосе. Фигурка из слоновой кости, 7,5 сантиметров. Все остальное разбито или утрачено. Тот, кто повелел возвести пирамиду высотой 146 метров, уместился в 7,5 сантиметров. Почти через 2000 лет после смерти Хуфу Геродот написал, что фараон закрыл все храмы, поработил население и заставил страну работать на пирамиду. Современные египтологи считают это вымыслом. Грек описывал то, чего не мог понять. Но миф пережил факты. Хуфу пришел к власти примерно в 26 веке до нашей эры и сразу принял решение, которое не принимал никто до него. Возвести пирамиду, которая 3500 лет оставалась самым высоким сооружением в мире. Что им двигало, мы не знаем. Хуфу унаследовал одержимость от отца. Снефру, основатель 4-й династии, построил за одно правление 3 отдельные пирамиды. Мейдум, согнутую и красную в Дахшуре. Страна уже привыкла кормить десятки тысяч строителей из года в год. Хуфу решил, что этого мало. Великая пирамида выровнена по 4 сторонам света с точностью до 0,05 градуса. И строители добились этого без компаса и без современных инструментов. Египтологи называют несколько версий. Звезды, тени от солнца, натянутые веревки. Какой метод применяли на самом деле, неизвестно. Внутри Великой пирамиды 3 камеры, и ни одна не дает однозначных ответов. В камере царя стоит гранитный саркофаг, никогда не содержавший тело. Камера царицы пустая. Подземная камера вырублена в скале под основанием и брошена на полпути. Египтологи до сих пор не договорились, почему. Гранитные блоки для внутренних камер везли из Асуана за 800 километров по Нилу. Отдельные весили до 80 тонн. Их резали медными инструментами, грузили на суда и тащили по рампам к стройке. На один только потолок камеры царя ушло 9 блоков с суммарным весом 400 тонн. Никто до сих пор не знает, как строители поднимали 2-тонные блоки на высоту 146 метров. Ни рампа, ни подъемный механизм не зафиксированы ни в каких записях. Египтологи предложили больше 20 версий за 100 с лишним лет исследований. Ни одна не объясняет всего. В 1837 году британский полковник Говард Вайс вскрыл над камерой царя 4 замурованных пространства, о которых не знал никто. Вместе с нижней разгрузочной камерой их набралось 5. Одна хранила единственную надпись с именем Хуфу, обнаруженную за все время раскопок внутри пирамиды.
Строительство Великой пирамиды требовало от 20 до 30 тысяч работников одновременно. Они не были рабами. Государство платило едой, медицинской помощью и похоронами. Работников набирали из бедных семей и сменяли каждые 3 месяца. Для многих это был единственный способ прокормить семью. Рядом с пирамидами обнаружена деревня для рабочих. Казармы, пекарни, пивоварни, кухни, медпункт с инструментами и кладбище. Это был промышленный комплекс, работавший десятилетиями. Государство кормило и хранило своих рабочих так же организованно, как строило пирамиды. Рабочие объединялись в бригады и давали им имена: стойкие, дружелюбные хуфу. Бригады соревновались между собой за скорость постановки блоков. Это были конкретные люди с именами, командирами и конкурентами. 20 тысяч отдельных историй, из которых до нас дошли единицы. На кладбище рядом с пирамидами нашли сотни скелетов рабочих, раздробленные позвонки, зажившие переломы ребер, артрит в суставах 30-летних. На некоторых костях сохранились следы хирургических операций. Человека оперировали, он выжил и вернулся к работе. Большинство умерли, не дожив до 40 лет. Когда рабочий умирал на стройке, его не бросали. Его хоронили в гробнице рядом с пирамидой и клали рядом хлеб и пиво для загробного пути, как это делалось для фараона. Египет хоронил своих строителей по тем же правилам, что и своих царей. Египтяне строили пирамиду как инструмент бессмертия, не как памятник. После смерти фараон должен был подняться к звездам и войти в число богов. Для этого нужна была правильная гробница, правильные слова и правильные ритуалы. Пирамиду возводили 20 лет ради одного человека и одной цели. Египетская религия требовала посредника. Только жрецы знали слова, открывавшие путь к загробной жизни. Без их ритуалов и молитв никакая душа не проходила в вечность. Это давало жреческому сословию власть такую, какую не дает ни политика, ни армия. Власть над тем, что будет после смерти. Мумификация в Египте была платной услугой с разными тарифами. За максимальный пакет брали столько, сколько крестьянин зарабатывал за несколько лет. За минимальный – просто промытый труп в дешевой ткани. Жрецы превратили смерть в рынок. Чем больше заплатишь, тем лучше загробная жизнь. В 1880 году в пирамиде у нас при Саккаре обнаружили надписи, которым не было никаких аналогов. Это оказались тексты возрастом 4000 лет, заклинания угрозы богам и инструкции по достижению бессмертия. Тексты пирамид считаются старейшими религиозными текстами в истории человечества. Один из текстов внутри пирамиды Унаса называется каннибальским гимном. Он описывает, как фараон поглощает других богов, чтобы присвоить их силу и знания. Текст воспринимался буквально. Египетская теология не разделяла физическое и духовное. Фараон должен был пожрать богов, чтобы сам стать богом. Изначально Великая пирамида не выглядела так, как сейчас. Ее покрывали 22 тысячи блоков белого известняка из карьеров Туры. Их поверхности были отполированы настолько, что пирамида слепила в пустынном солнце. В средние века эти блоки разобрали на строительство каирских мечетей и дворцов. Сфинкс был вырезан из известнякового выступа рядом с пирамидами в период Древнего Царства. Большинство ученых считают, что его лицо принадлежит фараону Хафру, сыну Хуфу. Но никаких надписей, подтверждающих это, нет. Самый известный сторож в истории не оставил своего имени.
Вдоль восточного берега Нила, где баркасы с известняком причаливали к Гизе, стоял храм долины. Его стены из розового гранита перевозили из Асуана. Внутри стояли 23 статуи Хафру. Одна сохранилась – сидящий фараон из диорита, который теперь хранится в Каирском музее. Крытый коридор соединял храм долины с заупокойным храмом у основания пирамиды. Длиной почти 500 метров он позволял переносить тело фараона в закрытом священном пространстве, защищенном от солнца и чужих взглядов. Стены коридора были украшены рельефами, но большинство из них было утрачено еще в древности. Заупокойный храм примыкал непосредственно к восточной грани пирамиды. После смерти фараона здесь ежедневно работали жрецы, кормили его статуи, читали молитвы, приносили подношения. Ритуал не должен был прерываться никогда, потому что считалось, если остановить его, душа фараона умрет во второй раз. Рядом с Великой пирамидой стоят 3 маленькие гробницы цариц Хуфу. Их имена сохранились в надписях Хетефхерес, Меретитес, Хенуцен. Каждая в свое время была его главной женой и матерью его наследников. Их погребали по тем же правилам, что и царя, только в меньшем масштабе. В 1954 году рядом с пирамидой обнаружили яму, запечатанную на 4500 лет. Внутри лежали 4413 деревянных деталей кедровой ладьи. Ее собрали заново, 43 метра в длину. Рядом нашли вторую яму. Она до сих пор не открыта. Кормить 30 тысяч рабочих на протяжении 20 лет требовало зерна со всего Египта. Папирусы из Вади Аль-Джарфа содержат точные цифры, сколько хлеба, пива и мяса поставлялось на стройку каждый день. Строительство пирамиды буквально питалось ресурсами целой цивилизации. Хафру, сын Хуфу, построил вторую пирамиду Гизы. Она чуть меньше, но стоит на более высоком месте и поэтому выглядит одинаково. В отличие от пирамиды отца, у вершины Хафру сохранились оригинальные известняковые блоки облицовки. Хафру также построил сфинкса и храм долины. Третья пирамида Гизы принадлежит Менкауру, внуку Хуфу. Она высотой 65 метров, почти втрое меньше пирамиды Хуфу. Историки видят в этом признак истощения ресурсов. Государство уже не могло позволить себе стройку прежнего масштаба. Через 2 поколения пирамидный возраст закончится. Вокруг пирамиды в строгом порядке расположены прямоугольные гробницы чиновников – мастабы. Здесь похоронены те, кто управлял стройкой – архитекторы, писцы, надзиратели, министры. Их разместили рядом с фараоном, чтобы они могли служить ему и в загробном мире. Иерархия не заканчивалась со смертью. В каждой египетской гробнице было установлено ложное дверное полотно. Каменная плита с вырезанным силуэтом входа. Через нее душа умершего должна была выходить к алтарю, чтобы принять подношение живых. Египтяне верили в загробную жизнь настолько конкретно, что проектировали для нее инфраструктуру. В 2013 году у берега Красного моря нашли хранилище папирусов возрастом 4500 лет. Это старейшие папирусы в истории. Они описывают транспортировку известняковых блоков по Нилу прямо во время строительства Великой пирамиды. Один из папирусов оказался личным журналом инспектора Меррера. Он записывал ежедневные маршруты своей команды. Откуда везли блоки облицовки, сколько времени занимало каждое плавание. Меррер был живым человеком, который прикасался к этим же камням. Его имя теперь известно нам по его же руке.
Спустя 26 лет строительство закончилось. 2 миллиона 300 тысяч блоков весом 6 миллионов тонн были уложены на место. Тело фараона запечатали внутри. Жрецы вошли в заупокойный храм. С этого дня пирамида перестала строиться и начала работать. Великая пирамида закончена. Жрецы вошли в заупокойный храм. Рабочие разошлись по домам. Но вопрос о настоящей стоимости этого строительства оставался. Цифры архитекторов давно известны. 2 миллиона блоков, 26 лет, 6 миллионов тонн камня. Это еще не весь счет. В 1990 году Марк Леннер нашел у подножия плато Гизы остатки рабочего поселка. Он не выглядел как лагерь рабов. Здесь была пекарня промышленного масштаба, пивоварня, медицинский пункт, административный центр. Люди, построившие пирамиды, жили в городе. Остеологический анализ скелетов из рабочих могил у Гизы показал тяжелые повреждения позвоночника и суставов от многолетней переноски тяжестей. Но анализ тех же костей выявил и следы хирургического вмешательства. Ампутированные конечности, кости, зажившие после сложных операций. На стройке работали лекари, рабочих лечили. Рабочая сила делилась на постоянных специалистов и сезонных работников. К постоянным относились резчики камня, шлифовщики, штукатуры. Они жили в поселке круглый год. Сезонные разнорабочие, землекопы и грузчики прибывали на несколько месяцев из деревень вдоль Нила. Пирамида потребовала и тех, и других. Все каменное строительство Египта делалось медными инструментами. Медь добывали на Синае, в копях Вади-Магара, под охраной египетских войск. Из меди делали долота, пилы, адзы. После каждого рабочего дня их точили заново. Ни одного железного инструмента на всей стройке не было. Дерева в Египте почти не было. Строительные леса, сани, баржи, гробы и ритуальная мебель требовали ливанского кедра. Его везли морем из Библоса на побережье Финикии. Первые дипломатические и торговые миссии фараонов на Левант были организованы именно для этого дерева. В Асуане, в 800 километрах вверх по Нилу от Гизы, египтяне добывали розовый гранит для облицовки храмов и для саркофагов. Его рубили шарами из диорита, обрабатывали медными инструментами и транспортировали на плоскодонных баржах во время сезонного разлива Нила, когда река была глубокой и быстрой. Большинство известняка для пирамиды брали прямо на плато Гизы. Его добывали рядом со стройкой. Чем ближе карьер, тем короче путь блока. Но известняк плато был грубым и желтым. Облицовка из белого камня Туры давала пирамиде совершенный вид и требовала отдельной логистики. Самый долгий спор в архитектурной истории. Как рабочие поднимали блоки на высоту 138 метров? Прямая рампа требовала бы земли больше, чем сама пирамида. Спиральная рампа прячет за собой невидимые углы. Ни одна теория не объясняет все. Французский эксперимент 1951 года показал: 8 рабочих могут тянуть двухтонный блок по влажному песку со скоростью около полуметра в секунду. Рисунок из гробницы Джехутихотепа того же периода изображает именно эту сцену. Блок на санях, рабочий с кувшином, льющий воду перед полозьями. Строительство пирамиды финансировалось через систему налогообложения зерном. Каждый год чиновники объезжали деревни вдоль Нила и изымали часть урожая. Зерно шло в государственные амбары, оттуда в поселок рабочих. Пирамида работала как перераспределительная экономика. Зерно страны кормило строительство столицы.
26 лет непрерывного строительства требовали планирования сопоставимой сложностью. Кто-то должен был следить за 15 тысячами постоянных рабочих, снабжением медью, поставкой кедра из Ливана, прибытием гранита из Асуана. У египтян для этого был отдельный бюрократический аппарат. Ни один египетский чиновник не работал без папируса. Стройка документировалась, явка рабочих, объем камня, расход меди, количество хлеба. Этот документооборот настолько точен, что историки восстанавливают логистику строительства с большой детальностью. После завершения Великой пирамиды Египет продолжал строить. Хафру возвел вторую пирамиду Гизы, Менкауру третью. Но с каждым следующим фараоном пирамиды становились меньше. В конце IV династии их высота упала до 30 метров вместо 138. Что-то в системе начало давать трещины. В период V и VI династии фараоны перенесли некрополи в Абусир и Саккару. Пирамиды там значительно меньше гизских, зато их внутренние стены покрыты текстами. Это тексты пирамид, старейшие религиозные тексты в истории человечества. Государство сократило расходы на камень, но не на слова. В период V династии рядом с каждой пирамидой стали строить солнечный храм. Это была новая архитектурная форма – открытый двор с гигантским обелиском на каменном пьедестале. Храмы указывали на то, что солнечный культ Ра начал вытеснять заупокойный культ фараона. Баланс власти внутри египетской религии менялся. После смерти фараона его заупокойный храм продолжал работать. Жрецы получали жалования из его имений. Хозяйство функционировало поколениями. К концу VI династии в Египте накопилось несколько десятков действующих заупокойных культов. Земли, выделенные на их содержание, не возвращались в государственную казну. Каждая новая пирамида добавляла к государственной нагрузке новую кормушку жрецов. Старые культы продолжали существовать, новые добавлялись. Механизм, созданный для одного фараона, тиражировался, пока не стал слишком тяжелым. Пирамидный Египет строил себя в ловушку из собственных религиозных институтов. Строители пирамид не исчезли. Их дети и внуки остались работать в некрополях жрецами, ремесленниками, стражниками. Поселок у Гизы, опустевший после строительства, постепенно превратился в религиозный административный центр. Пирамида все еще кормила тех, кто построил ее отцов. Последний великий фараон VI династии Пепе II правил 94 года. Ни один подтвержденный правитель в истории не находился у власти дольше. Его пирамида в Саккаре – скромный холм высотой 52 метра. Монументальная мощь IV династии к его времени была полностью исчерпана. Рабочие Гизы питались лучше большинства египтян своего времени. Ежедневный рацион включал хлеб, пиво, рыбу, лук и чеснок. В праздничные дни на раскопках находят говяжьи кости. Рабочие получали говядину. Это была привилегия, недоступная большинству деревенских жителей Нила. В Египте пиво было не развлечением, а едой. Его варили из полбы и ячменя. Оно было густым, питательным и давало примерно треть дневной нормы калорий. Рабочий на Гизи получал около 10 литров в день. Без пива строительство пирамид было бы физически невозможным. На каменных блоках Великой пирамиды сохранились надписи рабочих бригад. Их называли именами: друзья Хуфу, пьяницы Менкауры, стойкие команда Хафра. Египтяне не боялись писать имена фараонов рядом с такими эпитетами. Это единственные слова, которые оставили сами строители.
В некрополе рабочих Гизы при раскопках находили скелеты с зажившими переломами. Кости срослись правильно, что указывает на медицинскую помощь. Кто-то вправлял суставы, накладывал шины. Одному рабочему была ампутирована нога ниже колена, и он прожил после этого еще много лет. Пирамидный строительный лагерь имел медицинскую службу. В 2013 году у Красного моря обнаружили папирусы возрастом 4500 лет. Это журнал чиновника Мерера, детально описывающий доставку известняка с каменоломен Тура к Гизе. Мерер записывал каждый рейс баржи, каждый обед, каждую задержку. Это единственный прямой документальный источник о строительстве пирамиды Хуфу. Алебастр для храмовых полов и саркофагов поставлялся из Хатнуба в Среднем Египте. Каменоломня удалена от Нила на 18 километров, но надписи там подтверждают присутствие египетских рабочих в период IV династии. В 1920-х годах там обнаружили тексты, называющие имена руководителей, работавших при Хуфу. Строительством управляла трехуровневая иерархия. Главный архитектор при фараоне, визирь, контролирующий снабжение, около 20 тысяч рабочих, разбитых на бригады под надзором прорабов. Имена нескольких архитекторов пирамиды Хуфу дошли до нас. Среди них Хемиун, его мастаба стоит у подножия самой пирамиды. Главный поставщик облицовочного известняка находился на противоположном берегу Нила. Каменоломни Туры в 22 километрах к югу от Гизы. Именно эти блоки документировал Мерер в своем журнале. Туринский известняк отличается от гизского по цвету. Он белее и однороднее, именно поэтому его везли так далеко. Медь для инструментов поступала с Синая. Без меди не было бы тюсанового блока. Весь известняк на плато обрабатывался медными зубилами. Египетские экспедиции на Синай документированы с эпохи Первой династии. Пирамида Хуфу потребила столько меди, что замена инструмента была отдельной операцией. После завершения пирамиды строители не ушли немедленно. Несколько лет они работали над заупокойным храмом в долине, каменной дорогой между ними. Потом, год за годом, лагерь редел. Уходили специалисты, разбирались временные постройки, гасли последние печи. Гиза постепенно переходила от стройки к некрополю. К концу IV династии расходы на 3 пирамиды Гизы, 3 заупокойных культа и их персонал стали бременем. 5 и 6 династии строили меньше не из-за нежелания, а из-за нехватки ресурсов. Пирамидное строительство само себя съело. Египет конца VI династии отличался по масштабу власти от Египта Хуфу. Постепенно местные правители-намархи накапливали земли и привилегии, которые никогда не возвращались в центр. Фараоны VI династии пытались сдерживать их указами, но к концу правления Пепе II власть утекала к провинциям. Единое государство, способное мобилизовать 20 тысяч человек на строительство пирамиды, медленно рассыпалось. Около 2150 года до нашей эры климат Северной Африки резко изменился. Разлив Нила стал нерегулярным, местами прекратился. Надписи провинциальных правителей сообщают о голоде. Один из них, Анктифи из Иераконполя, хвалился тем, что кормил соседей, пока остальной Египет голодал. Это конец Старого Царства. Первый переходный период был временем распада государственной машины, выстроенной для пирамид. Центральная администрация сократилась. Некоторые заупокойные культы прекратили работу из-за нехватки финансовых средств. Некрополь Гизы без государственных ресурсов постепенно пустел. Пирамиды стояли. Государство, их построившее, исчезло. Пирамиды пережили все. Государство, которое их строило. Культы, которые их обслуживали. Язык, на котором говорили строители. Сегодня мы знаем об их строительстве больше, чем об организации любого другого строительства древнего мира. Но кое-что до сих пор остается внутри. Кое-что мы еще не нашли.
Снаружи пирамида кажется монолитом, но внутри ее объем далеко не сплошной. 3 камеры, несколько коридоров, шахты, уходящие в никуда. Известная нам сеть проходов занимает менее 1% от общего объема пирамиды. Остальные 99% мы видели только снаружи. Нисходящий коридор начинается у северного входа и уходит вниз под углом 26 градусов на 105 метров. Он ведет к незаконченной подземной камере, вырубленной в материковой скале. Египтяне бросили ее в середине работы. Пол неровный, стены не отесаны. Почему строительство остановилось, никто не знает. В 30 метрах от входа нисходящий коридор уходит вверх второй проход. Его существование было неизвестно снаружи. Блоки прикрывали его аккуратно, что он не был виден в стене. Восходящий коридор ведет через вставной камень к системе камер в центре пирамиды. Кто-то не хотел, чтобы его нашли. Большая галерея – один из самых загадочных объектов внутри пирамиды. Это коридор высотой 8,5 метров и длиной 47 метров с карбелированным потолком, сужающимся к центру. Ни в одной другой пирамиде нет ничего похожего. Функция галереи до сих пор не установлена с точностью. Камера царя облицована красным ассуанским гранитом. Пол, стены, потолок. 9 монолитных гранитных балок перекрытия весят по 50 тонн каждая. Внутри стоит пустой саркофаг из того же красного гранита. Мумии Хуфу там не нашли. Ее не нашли нигде. Камера царицы расположена ниже камеры царя и явно не была завершена с той же тщательностью. Ее пол покрыт слоем известкового раствора, оставленного строителями. В восточной стене особая ниша, прямоугольная и высокая, с корабельным потолком. Что в ней находилось, неизвестно. Сопоставимых ниш в других пирамидах практически нет. Из камеры царицы и камеры царя выходят 4 шахты. По 2 на север и на юг. Долгое время считалось, что они вентиляционные. Но шахты камеры царицы не выходят в атмосферу. Они упираются в закрытые двери. Зачем строить шахты, которые никуда не ведут, остается неразрешенным вопросом. Над камерой царя расположены 5 разгрузочных камер, обнаруженных в 1837 году. Они образуют серию горизонтальных полостей из гранита и известняка высотой около метра. Суммарный вес каменных балок над камерой составляет около 2000 тонн. Инженерное решение египтян-архитекторы обсуждают до сих пор. Говард Вис был британским военным, решившим войти в историю как первооткрыватель тайн. В 1836 году он нанял рабочих и приступил к взрывным работам в разгрузочных камерах над камерой царя. Метод был груб, но результативен. Он обнаружил несколько камер, нетронутых со времен фараонов. В одной из разгрузочных камер Вис обнаружил единственный картуш с именем Хуфу во всей пирамиде. Написанный красной охрой знак в скрытой камере стал важнейшим свидетельством того, кому принадлежит пирамида. Но некоторые исследователи до сих пор сомневаются в подлинности этой надписи и обвиняют Виза в фальсификации. В 1993 году немецкий инженер Рудольф Гантенбринг отправил в шахту камеры царицы робота Упуаут-2. Маленький механизм прополз 63 метра по темноте и уткнулся в известняковую дверь с медными ручками. Эту дверь никто никогда не видел. За дверью неизвестно что. Египетские власти на несколько лет заморозили исследование шахты. В 2002 году проект Pyramid Rover послал туда нового робота с дрелью. Он просверлил отверстие в двери и заглянул камерой. За первой дверью была полость и вторая дверь. Вторую дверь не трогали 20 лет.
Мюонная томография использует космические частицы для просвечивания камня. Мюоны падают сквозь атмосферу со скоростью близкой к световой и проходят сквозь твердый камень, немного ослабевая. Там, где камня меньше или нет совсем, мюонов приходит больше. Детекторы внутри пирамиды позволяют составить карту внутренних пустот по этой разнице. В 2016 году международная команда Scan Pyramids разместила мюоны-детекторы в нескольких точках внутри и снаружи Великой пирамиды. Данные собирались несколько месяцев. В 2017 они объявили об открытии. Над Большой галереей находится огромный неизвестный объем длиной около 30 метров. Открытую в 2017 пустоту назвали Большим пустым пространством. Ее размеры примерно соответствуют Большой галерее, 30 метров в длину и как минимум 2 метра в высоту. Возможно, она горизонтальная, возможно, наклонная. Никто не знает, что там. Никто туда еще не попал. В начале 2023 года команда Scan Pyramids объявила об еще одном открытии. За первоначальным входом на северном фасаде пирамиды скрывался коридор длиной 9 метров. Его существование не было известно ни исследователям XIX века, ни более поздним экспедициям. Назначение коридора пока не установлено. 9-метровый коридор расположен точно над главным входом в пирамиду. Исследователи полагают, что он мог использоваться для снятия нагрузки с кровли нижележащего прохода. Но он также может быть входом в неизвестную камеру. Обе версии соответствуют данным мюонного сканирования, которое пока не дает однозначного ответа. Так называемая стела инвентаря, найденная в 1853 году, содержит надписи, расходящиеся с общепринятой историей. Согласно тексту, сфинкс существовал до Хуфу, а пирамида была построена рядом с состоявшим храмом Исиды. Большинство египтологов считают стелу поздней и датируют ее 21 веком до нашей эры. От Хуфу, построившего крупнейший монумент в мире, до нас дошел один прижизненный портрет. Это фигурка из слоновой кости высотой 8 сантиметров. Найдена в 1903 году в Абидосе в фрагментированном виде. Голова отдельно от тела. Она хранится в Каирском музее. Единственное лицо человека, изменившего мир. Мумию Хуфу никто никогда не видел. Его гробница, предположительно Великая пирамида, была вскрыта еще в древности. Саркофаг в камере царя пуст как минимум с IX века, когда Аль-Мамун прорвался внутрь. Возможно, мумию перенесли еще в эпоху фараонов. Возможно, она где-то в пирамиде, никто не знает. Над пирамидой должен был находиться пирамидион, вершинный камень особой формы. Ни пирамидиона Великой пирамиды, ни его изображений с того времени не сохранилось. Пирамидионы более поздних пирамид были найдены и покрыты иероглифами. Что было написано на пирамидионе Великой пирамиды и был ли он позолочен, неизвестно. Стороны Великой пирамиды ориентированы по сторонам света с точностью около 3 угловых минут. Это ошибка менее 1,20 градуса. Как именно египтяне добивались такой точности в 25 веке до нашей эры, неизвестно. Предложены десятки версий. Ни одна не была доказана с абсолютной точностью. Южная шахта камеры царя указывала на созвездие Ориона в эпоху Хуфу. Южная шахта камеры царицы была направлена на Сириус. Северная шахта камеры царя была направлена на звезду Тубан, полюс небесного свода той эпохи. Совпадение это или намеренная конструкция? Дискуссия среди ученых продолжается. Каждая сторона основания Великой пирамиды отличается от других не более чем на 8 сантиметров при длине стороны 230 метров. Это точность 0,03%. 4 угла основания отличаются от прямого угла не более чем на 2 угловые минуты. Такую точность дают лазеры и геодезические инструменты.
4,5 тысячелетия после постройки Великой пирамиды остается самым изученным и наименее понятым сооружением в истории. Каждое поколение добавляло знания. Мы знаем, кто ее построил, сколько работало и как была устроена логистика. Но что внутри, почему с такой точностью и где тело строителя, остаются открытыми. Около 2280 года до нашей эры на трон Египта взошел Пепе II. По разным оценкам, ему было от 2 до 6 лет. По наиболее распространенной датировке он правил 94 года, дольше любого верифицированного монарха в истории. Он умер примерно в 100 лет. Правление Пепе II стало катастрофой не из-за его способностей, а из-за долголетия. К концу его правления египетские чиновники служили 3 поколениям провинциальных начальников. Центральная власть медленно распадалась. Сам фараон в глубокой старости уже не контролировал страну, которой правил с детства. Признак упадка виден в камне. Провинциальные правители Верхнего Египта начали строить собственные гробницы у себя дома. Прежде элита добивалась права быть похороненной рядом с фараоном. Теперь намархи строили местные некрополи. Власть фараона стала недостаточно велика, чтобы удержать элиту рядом с собой. Государственная экономика Египта после 150 лет строительства пирамид была истощена. Царские некрополи от Гизы до Саккары требовали содержания тысяч жрецов. Жертвенные фонды, назначенные Хуфу и Хафра, потреблял огромный жреческий аппарат, умножавшийся с каждым поколением. Земля уходила из производства в культ. Около 2150 года до нашей эры в Африке и Ближнем Востоке начался резкий климатический сдвиг. Геологические данные из озерных отложений по всему Ближнему Востоку фиксируют резкое снижение осадков. На Нил стали приходить маловодные повадки. Для Египта это означало нечто чрезвычайно конкретное – неурожай. Папирус и Пувера описывает хаос, который ученые связывают с концом Старого Царства. Богатые голодают, бедные носят золото, мертвые не похоронены, чиновники изгнаны, документы уничтожены. Исследователи спорят о точной датировке текста, но описанный коллапс соответствует тому, что мы знаем о первом переходном периоде. Надпись Анхтифи, правителя Ираконполя, сделанная около 2100 лет до нашей эры, описывает голод без прикрас. Весь Верхний Египет умирал с голода. Люди ели своих детей. Анхтифи кормил людей из соседней провинции из собственных запасов. Он был героем в мире, где центральная власть не существовала. Первый переходный период означал нечто беспрецедентное в египетской истории. Не было единого фараона. Несколько царских домов одновременно претендовали на власть. Одни правили из Гераклеополя, другие из Фив. Монументы 4-й династии стояли над страной, которую никто не контролировал так, как ее контролировал Хуфу. Когда порядок разрушился, изменились похоронные практики. В некоторых провинциях простолюдины хоронились с роскошью, прежде доступной только аристократии. Социальная иерархия, встроенная в погребальную традицию, трещала по швам. Люди брали то, что раньше было недоступно. Около 2180 года до нашей эры в Египте появились новые тексты для нового типа саркофагов. Тексты саркофагов расширяли доступ к загробной жизни за пределы царской семьи. Бессмертие, прежде принадлежавшее только фараону, теперь было доступно тем, кто мог его заказать. Монополия на вечность закончилась. Около 2055 года до нашей эры фиванский царь Ментухотеп II объединил Египет после 150 лет раздела. Первый переходный период закончился. Египет стал единым государством под властью одного фараона. Но это был другой Египет, несущий память о коллапсе и как пережил.
Из коллапса египтяне сделали практические выводы. Монументальные пирамиды строиться перестали. Это была слишком дорогая демонстрация ресурсов. Фараоны Среднего Царства строили меньшие пирамиды из кирпича с каменной облицовкой. Египет продолжал быть Египтом, но рациональнее. Пирамида Сенусерта II в Лахуне, построенная около 1880 года до нашей эры, имеет кирпичный сердечник с каменными опорами. Внешне она выглядела пирамидой, внутри была оболочка. Когда облицовка сошла, остался мусор кирпича. Второй переходный период, начавшийся около 1650 года до нашей эры, принес в Египет иностранных правителей. Гиксосы из Ханаана захватили дельту и основали столицу в Аварисе. Впервые Египет управлялся иностранными фараонами. Гиксосы принесли в Египет колесницу, составной лук и бронзовое оружие. Египет усвоил все это. Около 1550 года до нашей эры царь Яхмос I изгнал гиксосов и основал 18-ю династию. Началось новое царство. Новое царство достигло пика при Рамессе, III в XI веке до нашей эры. Затем пришли народы моря, федерация мигрирующих народов из Эгейского региона. Рамессу удалось остановить вторжение, но победа истощила казну. Центральная власть начала ослабевать снова. История, уничтожившая Старое Царство, повторялась. Третий переходный период начался около 1069 года до нашей эры. Египет раздробился, ливийцы в дельте, фиванские жрецы Амона на юге. В 25-й династии правили нубийские фараоны из Куша, строившие пирамиды для себя. В 525 году до нашей эры Камбис II завоевал Египет, стал первым персидским фараоном. Египет оставался персидской провинцией более 100 лет. Персы управляли страной через египетскую систему, извлекая ресурсы для своей империи. В 332 году до нашей эры Александр Македонский вошел в Египет. Его встретили как освободителя от персидского владычества. Он посетил оракула в оазисе Сива. Египетское жречество признало его сыном Амона-Ра. Александр заложил Александрию и ушел на восток. Египет стал греческим по своей правящей династии. Клеопатра VII, последняя из Птолемеев, правила Египтом с 47 до 30 года до нашей эры. Она была первой из своей династии, кто выучил египетский язык. После ее поражения Октавиан Август превратил Египет в личную провинцию Рима. 3000 лет независимой цивилизации закончились. Началась новая эпоха. В 2023 году рядом с Гизой открылся Большой египетский музей. Это крупнейший в мире музей одной цивилизации. В нем собраны сотни тысяч артефактов, включая полную коллекцию Тутанхамона, впервые показанную в одном месте. Пирамиды видны с территории музея, древние и современные оказались рядом. Рабочий поселок строителей пирамид был обнаружен в 1999 году Марком Леннером и Захи Хавасом. К юго-востоку от плато это не рабочий лагерь. Это организованный город с пекарнями, пивоварнями, больницей и жилыми кварталами. Все свидетельства указывают, что строители были квалифицированными работниками, а не рабами. Строители Великой пирамиды оставили скелеты в могилах рядом с поселком. У многих из них зафиксированы следы хирургических ампутаций, которые зажили. Это означает, пострадавший был прооперирован и выжил. Медицинская помощь строителям была реальной. Это не то обращение, которое исторически применяли к рабам.
Ни одна мумия, которую можно было бы идентифицировать как Хуфу, не была найдена. Его саркофаг в погребальной камере пусто. Крышка саркофага отсутствует. Никто не знает, было ли тело фараона здесь, похищено ли при ограблении гробницы или перезахоронено в другом месте. Самый известный в истории могильник пуст. Пирамида Джедефра в Абу-Роаш была заброшена незавершенной около 2560 года до нашей эры. Здесь нашли самые ранние реалистичные портреты фараона, фрагменты сфинкса и головы Хуфу. Отца сохранил незавершенный памятник сына. Геродот посетил Египет около 450 года до нашей эры. Он записал, что 100 тысяч рабочих строили пирамиду 20 лет, сменяясь каждые 3 месяца. Современные подсчеты говорят о 20 тысячах. Геродот ошибся в цифрах, но первым назвал строителей людьми. Теория об инопланетянах появилась в 20 веке. Она предполагает, что человечество не было способно на такое строительство. Но именно это поражает. Человечество было способно. Мы оставили рабочие села, кости строителей, административные журналы. Пирамиде не нужны инопланетяне. Стороны Великой пирамиды ориентированы по сторонам света с точностью в 3 угловые минуты. Эта точность была достигнута звездными или солнечными наблюдениями. Отклонение от нуля не равно нулю в 3 угловые минуты. Это ошибка. Но это наименьшая ошибка, доступная измерительному коллективу 4500 лет назад. Численные совпадения с пирамидой реальны. Периметр к высоте близок к 2π, диагональ близка к золотому сечению. Их значение спорно. Пропорции, записанные как отношение чисел, приближаются к константам. Строители знали коэффициент Секед, дававший такой наклон. Старое царство существовало около 500 лет. Это не просто эпоха пирамид. Это период, когда человеческая организация сосредоточила столько ресурсов, что создала монументы, уникальные по масштабу. Ни до, ни после ни одна цивилизация не строила из такого камня, с такой точностью и скоростью. Это больше не повторялось. Египтяне называли пирамиду Акхенам Акхет-Хуфу, горизонт Хуфу. Слово «Акхет» обозначает точку, где солнце исчезает под горизонтом и возрождается утром. Это не просто название, это архитектурная программа. Пирамида должна была функционировать как горизонт. Граница, через которую фараон переходил из смертного состояния в вечное. Стоя у основания Великой пирамиды, не охватишь ее взглядом сразу. Нужно отойти далеко, чтобы увидеть целиком. Вблизи видны только блоки. Архитектура настолько велика, что разрушает способность ее оценить. Это перестает быть пирамидой и становится условием существования. Плато Гиза остается одним из немногих мест на Земле, никогда не изученных полностью. Каждое поколение методов – томография, радар, лидар – находит то, чего не замечало предыдущее. Список вопросов растет, потому что каждый ответ рождает новый. Сфинкс охраняет Гизу 4500 лет. Его древнеегипетское имя нам неизвестно. Слово «сфинкс» греческого происхождения. Египтяне называли его Хоре-Макхет – «хор на горизонте». Лицо, насколько оно сохранилось, считается портретом Хафра. Он смотрит на восток, туда, откуда каждое утро встает солнце. Пирамиды не исчезнут. Они переживут наши цивилизации так же, как пережили все те, что существовали после Хуфу. Через 10 тысяч лет они все еще будут стоять. Вопрос в том, кто будет на них смотреть. Каждая эпоха читает пирамиду через себя. Пирамида остается больше любой интерпретации.
Египетская цивилизация, построившая пирамиды, исчезла. Ее язык был мертв в 14 веков. Египет как страна существует. Река, почва, население. Но та государственная форма и набор идей, породивший пирамиды, не вернулись. Пирамиды остались. Мы не знаем имен большинства людей, построивших Великую пирамиду. Мы знаем имя Мерера из его журнала. Мы знаем несколько имен бригадиров из граффити в разгрузочных камерах. 20 тысяч человек за 20 лет. Они оставили самое большое рукотворное сооружение из камня в истории. Большинство безымянные навсегда. Этот фильм был не о пирамиде. Он был о том, что возможно для людей с организацией, мотивацией и временем. Ответ вырублен из известняка, весит 6 миллионов тонн и стоит в пустыне 4500 лет. Он был там всегда, он будет там после нас. В 2023 году ученые нашли в Великой пирамиде коридор, о котором прежде не знали. Это произошло через 4500 лет после постройки. Когда-нибудь найдут еще что-то. Пирамида продолжает говорить с нами. Она еще не сказала всего, что имеет сказать. Разговор продолжается. Хуфу хотел вечности. Он получил ее, но не той. Его мумии нет. Мы знаем его лицо по фрагменту слоновой кости высотой 8 сантиметров. То, что осталось от него, не он, а то, что он приказал построить. Иногда памятник переживает человека, что становится единственным фактом о нем. В 1922 году Говард Картер открыл погребальную камеру Тутанхамона. Лорд Карнарвон спросил его в темноте: «Вы что-нибудь видите?» Картер ответил: «Да, чудесные вещи». Никто не задает вопрос о Великой пирамиде. Пирамида и есть ответ. Она не скрывает чудес, она чудо, снаружи, всегда видимое. Погребальная камера Великой пирамиды была создана для одного посещения. Крышку саркофага должны были поставить, входной коридор должны были запечатать. Никто не должен был войти, замысел не сработал. В этом зале побывало больше людей, чем в любом зале древности. Желание одиночества породило самую посещаемую комнату в истории. Древние египтяне называли загробную жизнь двуат. Не место покоя, а мир непрекращающегося действия, переходов и судов. Фараон должен был остаться участником космического порядка навсегда. Пирамида была не местом покоя, а стартовой площадкой. Нил течет мимо Гизы, как тек 4500 лет назад. Пустыня остается пустыней. Солнце поднимается каждое утро над восточным горизонтом и освещает восточные грани пирамид. Это происходит с 2560 года до нашей эры, около 1,5 миллиона рассветов. Пирамиды присутствовали при каждом. Мы не знаем в полной мере, зачем построены пирамиды. У нас есть гипотезы, подтвержденные свидетельствами. Но полное объяснение, включая внутренний опыт людей, которые их строили, нам недоступно. Этот разрыв принципиален. Пирамиды стоят на той стороне разрыва, мы на этой, и это делает их неисчерпаемыми. Каждое поколение приходит к пирамидам со своими вопросами и уходит с неполными ответами. Греки видели чудо. Арабы Средневековья видели тайную мудрость. Европейцы XIX века видели свидетельство мощи древних цивилизаций. Мы видим в них пределы нашего знания. Пирамиды пережили каждую из этих интерпретаций. Они переживут и нашу. Строители хотели, чтобы их помнили. Большинство не добились. Хуфу добился этого через построенное. Мерер через журнал, который вел. Никто не мог представить, что через 4500 лет люди на языках, которых не существовало, будут обсуждать их работу. Вечность пришла, просто не та, которую ожидали.
Если этот ролик оказался для вас ценным, подпишитесь на канал «История во тьме». Каждую неделю выходит новый документальный фильм о людях и событиях, которые изменили мир. Ссылки на похожие видео прямо под этим роликом. Спасибо, что были с нами. С первым светом следующего дня солнце снова поднимется над восточным горизонтом и упадет на грани пирамид. Как это было вчера? Как будет завтра? Как было каждое утро 4500 лет? Акхет Хуфу, горизонт Хуфу.